Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Что скоро случится или что скоро произойдет? Что ждет или чего нам ждать? И знаки судьбы как события будущего с 20 по 31 декабря, мои дорогие. Давайте узнаем, заключительным аккордом подведем итоги 2025 года. Чем же в конце концов заканчивается 2025 год? И если мы спросили, что ждет или чего ждать, ну так пару слов планетарно, я должна сказать, что у нас может быть, к примеру, декабрь такой он разный немножко. И если в районе 10-12, вот именно ближе к 12, мы можем чувствовать или можем даже услышать, что что-то становится на паузу. Может быть, у нас уже распланировано, а тут мы понимаем, или нам скажут, какого-то документа не хватает, или мы вдруг о чем-то вспомним. Мы можем в последний момент что-то вот пытаться, как бы, да, быстрее либо согласовать или убыстрить какой-то процесс, а тут наоборот, как противодействие, что-то вот именно на паузе. Или то, что вам было обещано, были договоренности, опять же какая-то пауза. Не расстраивайтесь, в районе 21-го ситуация, знаете, может подвести к итогу. Или когда вы тоже, опять же, что-то узнаете. Но на этом месяц не заканчивается, и в районе 28-го опять какая-то пауза может быть. Будьте к этому готовы, но, в принципе, оно даже без всяких планет обычно так и бывает, правда? Конец года, уже вторая половина года для нас, в основном это какой-то совсем другой режим. Это более такой спокойный, ну, может быть, даже у нас там планы какие и есть, присутствуют, но тем не менее это уже не все инстанции работают или соблюдают этот график работы. То есть, ну, есть какие-то объективные причины. Давайте с вами узнаем. И, конечно, первые три карты, потоковая информация, что нужно услышать. Как три знака судьбы. С чем будут связаны события? С 20 по 31 декабря три карты. Первый знак судьбы. Второй знак судьбы. Может быть, это сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. И третий знак судьбы. А на второй колоде ведьмочек. Первая колода Таро Евы. Необычная такая колода. Мне она близка. Потому что автор этой колоды доктор, мои дорогие. И много таких изображений, где именно врачебные ситуации. Ну, это как аллегория на картах. Итак, так что же там случится? Для вас, мои дорогие, что там скоро произойдет? Чего ждать, что идет в вашу жизнь? События, мы говорим, какие на пороге, давайте узнаем. И вторая карта неожиданности, что вот, может быть, правда какая-то откроется, или вы сами тут с чем-то будете определяться. Человек, может быть, появится неожиданно, сюрпризом таким, да? Третью карту. Какие радости вас, мои дорогие овны, ожидают? Что вас обрадует? Или, может быть, и что прояснится? Хотя тут с прояснением, ну, я вот обрисовала, да, по числам. Может быть, где-то мы, ну, мы все равно, хоть и один знак зодиака объединяет, но будем реалистами, потому что судьба все-таки у каждого своя. И давайте мы с вами по основным сферам жизни. Первая – это сфера любви, взаимоотношений, и, ну, где-то и семья, и, может быть, вопросы дома. Вторая карта «Чего ждать?» – сфера финансов. И вот как раз ваши достижения, ваши планы, работа, важные договоренности, контакты, встречи, тоже чего ждать или что ждет. Давайте приступим. Первый знак судьбы, король Пентаклей. Ну, вообще, это карта такого человека уверенного. Это где-то могут быть и ваши, кстати, энергии, а может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеющий там асцендент. Кстати, мои дорогие, овны, для тех из вас, кто, к примеру, рожден последняя декада вашего знака зодиака или где-то вот, ну, скажем так, в целом, апрельские овны, вот это тоже вы ближе к тельцам, и кто-то из вас может чувствовать, знаете, вот именно вот в эту декаду, в эти 10 дней подводить такой своеобразный итог. И сейчас у нас Уран, планета, которая все разрушает, ломает, мы так считаем, да? Но она в первую очередь наше восприятие ломает во многих вещах.
Ведь жизнь состоит 10% из обстоятельств, а на 90% остальные то, что или как мы воспринимаем. Но тем не менее, я про Уран. В Тельце Уран с 18 года, а с 11 года до 18 он был в вашем знаке 7 лет. И вот у вас могут быть такие моменты, когда захватывают вот именно апрельские овны. Вы можете чувствовать, или знаете, как мы постепенно подходим к такому периоду в 2026 году, когда у нас как преломление реальности происходит. Мы словно в один период жизни, вот начиная с января, проживаем сразу несколько этапов нашей судьбы. И когда прежние какие-то мечты, или когда у вас были какие-то, ну, как перестройки, пертурбации в вашей жизни, и это где-то 11-12, может быть, до 18 года это было, может быть, еще и до середины 18 года. Вот вы могли это чувствовать. Вот здесь вот приготовьтесь постепенно, если мы говорим, что мы будем это как-то активнее чувствовать, и тут карты ни при чем, я уже больше астрология. Им просто, может быть, кому-то эту информацию важно услышать. Быть готовому, да, вот так вот, на январь заходом. А мы смотрим самый конец декабря, поэтому вот вы даже, знаете, как из глубины каких-то годов можете вспоминать те или иные ситуации, анализировать и как сопоставлять какие-то факты. Вы знаете, такие беседы с собственной интуицией, с мудростью собственной души. Поэтому где-то я вижу в этой карте взаимосвязь, когда нужно и вам в итоге, да, о чем карта, поступать, как вот этот вот король Пентаклей, великий консерватор, мои дорогие. Если Овен, он тем и силен, что вы знаете, как на импульсе можете брать какие-то реванши. Вы люди сильные. А король Пентаклей, говорят, вот, умный в воду не пойдет, умный, в гору, точнее, извините, ну, в воду тоже. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ну, вот король Пентаклей, он посчитает, да на кой я пойду в эту гору? И он посчитает, сколько времени, какой маршрут, он проложит себе этот маршрут. Ну, если не обозначит флажками, значит, он как-то рассчитает. Он и отдых там где-то продумает. Он понимает, что идти, может быть, одному идти. То есть, понимаете, вот есть какой-то рационализм, просчет, может быть, это и консерватизм. Мы можем, вы, мои дорогие, можете воспринимать, но это ж надо, как меня достало. Вот это такая какая-то щепетильность, да, вот кто, может быть, с тельцами знаком. Ну, все тоже и тельцы, понятно, как и вы, разные, мои дорогие. И повторюсь, одно дело Овен, который в марте рожден, а другой, который в апреле. Все-таки немножко разное. А знак один. Прогноз тоже, кстати. Поэтому будем реалистами. Ну вот вас может то, что даже пусть это с каким-то человеком связано, ну уж чересчур нерасторопный, а какой-то вдумчиво продуманный, да, и сначала думает, а потом он еще то, что он там надумал, у него надо, чтобы тезис-планы были, или как-то это, да, надо просчитать. И тем не менее, знаки судьбы, почему так подробно я пытаюсь донести до вас эту мысль? Вам это необходимо. Для вас эти энергии наиболее предпочтительны, никакого риска. И, кстати, вы знаете больше толка от жизни. По крайней мере, об этом говорит карта. Для кого-то из вас приятные подарки от такого человека, добрые слова, может быть и конкретная поддержка, потому что это те люди, на которых мы можем все-таки положиться. Пусть даже человек в этих энергиях, ну, не телец, он там не дева, и не козерог, и не асцендент, но вот вы сами причесываете свое окружение, вам сейчас нужны надежные люди. Семья. Пара, королева и король. И если вот мы про консерватизм говорили о короле, а королева, хоть мы и говорим пара, а все же, в первую очередь рассматриваем как архетип. Так вот, у королевы Пентакли тут у нее все в порядке, с творчеством, вдохновением. Она не такой консерватор, точнее, она вообще не консерватор, если мы говорим вроде и близко, да, Пентакли, а все-таки энергии разные. Может быть, это вам придется где-то переключаться между разными энергиями. Вот королева Пентакли – это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Или, мои дорогие девочки, вот, кстати, есть такая колода Чиро Маркетти «Таро снов». Там даже знаки
прорисованные по королеве Пентаклей, например, это у нас проходит, собственно, как и по королю где-то Пентаклей больше. Но мы именно смотрим королеву Пентаклей. Это та, которая на треть из Овна и 2/3 Тельца. Ну, все то, что я где-то говорила, да, еще до карты о планетарных транзитах. И это как-то совпадает. Вот есть общая конфигурация. Не зря, значит, сказала, кому-то будет как подсказка. Да, это нам говорит о жизни личной, потому что это, знаете, двое людей, которые понимают друг друга, для которых одни ценности, которые умеют смотреть в одном направлении. Это люди надежные как и в семье, так вот, знаете, тут какой-то и творческий может быть союз, не только семейный, любовный. Здесь может быть и совместный, допустим, семейный бизнес. Здесь может быть какая-то важная дружба, мои дорогие. Здесь один другому помогает и взаимодействие. Может быть, и вопросы дома. Но, знаете, это еще и подарки, забота о себе. Забота, знаете, о собственном имидже, о собственном здоровье. Но вот настолько благополучно, стабильные карты и на дом, и на личную жизнь, и на деньги. Ну, еще и на творчество, и на бизнес. Ну, в общем, все, что только можем пожелать. Вот для вас знаки судьбы. Ладно, давайте посмотрим третий. Рыцарь чаша, вдохновение, радость, хорошее настроение, приятная новость. Для кого-то новое знакомство. Но нам карта говорит, ты смотри, не замечтайся, потому что по рыцарю это не те люди, когда, может быть, вы и знакомитесь с каким-то новым человеком. Но карта не говорит, что, по крайней мере, пока не рассматривая это как потенциальную какую-то любовь на долгие годы, потому что эта карта приглашает нас вдохновиться, именно порадоваться моменту, где-то не строить перед собой грандиозных планов, видимо, до 31 декабря. Ну, отдыхайте, мои дорогие труженики, овны, вот где-то так. Но что-то вас будет радовать. Кстати, это могут быть гости, как и к вам, так и вы куда-то в гости. Но в целом палитра вот этих эмоций, посмотрите, какая добрая, приятная, солнечная. Так что там скоро произойдет или случится? Ну вот все то, что я говорила. Десятка пентаклей усиливает многократно все то, что я сказала, и вопросы дома, и вопросы семьи, может быть, связанные с родственником. Я не говорю, что тут все так безоблачно. Все-таки, ну, наша жизнь реально, она разная, правильно? Но у вас сейчас вот такие добрые энергии идут в вашу жизнь. И поэтому даже если у вас там где-то финансовая брешь или какие-то непонятки с недвижимостью, у вас постепенно все встанет на свои места. Поэтому, знаете, тут стабилизация. Вот мы спросили, что случится, произойдет, а тут к вас как будто к радости ведут, мои дорогие. И если где-то даже и есть заминки, задержки, ну, они вам каким-то образом помогают, понимаете? Вот примите как данность, что вам этот период нужно, знаете как, по волне судьбы словно проплыть. Не против этой волны, не против течения. Наоборот, тут вам, ну, наверное, пространство вам помогает. Ладно, что же там, если мы даже спросили, что идет в вашу жизнь или на пороге каких событий вы стоите. У кого-то я могу допустить такое же, да, что была дружба, а теперь вы будете продумывать жить вместе или знакомиться будете, может быть, и знакомить там с родственниками, родителями, у кого-то и так, да. То есть какие-то приятные контакты у вас будут. Может быть, это и встреча с друзьями отчасти в вашем доме, да. Ну, тут самое разное, но это все к вам к радости. Ну, я могу предположить какой-то финансовый эквивалент. Здесь вас тоже порадует. Неожиданности. По двойке пентаклей не неожиданности, хотя, должна сказать, неожиданный маршрут. Быть легким на подъем. Вот это надо. Рассмотреть, если знаете, это вот даже как карту совет мы можем, да, как знак судьбы. К примеру, держите с собой где-то поблизости, ну, хотя бы листочек бумаги. А лучше заведите маленький блокнотик и ручку. Ну или карандаш, неважно. Носите с собой. И любая мысль, которая вот из разряда меня осенила, или мы называем это инсайтом, культурно, то тогда записывайте. Поверьте, вам это пригодится когда-то. И пусть это пришло к вам как желание, поверьте, в этот период вам точно стоит записать. И носить это с собой, вы знаете, и тогда ваши мечты будут сбываться. Ну, ближе к 100%. Я не просто слова говорю. Когда мы себя представляем, вот как будто мы получили эту мечту,
словно мы кожей чувствуем. Слышим, как растет трава вокруг нас, в какой обстановке мы находимся, во что мы одеты, где мы, ну, допустим, или мы идем где-то, или мы в каком-то конкретном месте находимся, или мы, пусть мы за каким-то конкретным столом, да, если мы говорим, например, мы строим карьеру, да, вот как вы представляете свой кабинет, или вот как вы представляете свое качество жизни. Вот все, что вы представите, ведь на что направлены все транзиты, и для вас это будет важно на последующие 7 лет, мои дорогие, чтобы вы научились доверять себе. Вовремя отходить в тень, не быть, кем-то, словно пойманным на удочку через эмоции. Вот тут вот, знаете, полная стабильность. Не случайно такие карты у вас выпадают. Но как какую-то возможность примерить на себя осторожно. Жонглёр, пожонглировать чем-то. Посмотреть, мне это подходит или нет. Вот в неожиданностях все-таки могут быть спонтанные маршруты, или когда вот эти самые идеи вам следует определенно записать, поверьте, вы к ним еще вернетесь. Здесь ни одна мысль не приходит случайно, и ни одна новость не приходит случайно. Это нам кажется, а я потом вспомню. Никогда. Обязательно забудем. Будьте внимательны к самим себе, мои дорогие. Тут как неожиданность. Любая ситуация, даже, знаете, вы можете что-то услышать. Вы в коллективе. Или какой-то контакт, встреча с человеком, например, и вы слышите новость, и вы понимаете, что вот это как-то близко к вам или близко к тому, чтобы ваш какой-то пазл сошелся. Запишите. Настоятельно рекомендую. Рекомендую. Вообще, посмотрите, какое доброе время. Двойка кубков, радость, любовь, искренность, верность. Это, кстати, карта любви, но это не о страсти. Вот, кстати, эта пара тоже не совсем о страсти, хотя страстными могут быть оба. Но, наверное, сейчас важно не это. Сейчас важна надежность и вот это, знаете, понимание без слов, глубокое, взглядами, на уровне чувств, когда мы единое целое. Вот по двойке кубков, мои дорогие. Ну и верность тоже. А это если мы говорим, что вас обрадует, любовь, взаимодействие, какие-то контакты. И я не исключаю, кстати, что для тех из вас, если, вот, допустим, есть какой-то триггер, нерешенный вопрос, вас обрадует, если вы все вот эти острые углы сведете как-то в нейтральную позицию. Вы словно вздохнете, потому что дипломатия творит чудеса. Или если к вам кто-то возвращается, такое тоже могу допустить, период ретро все-таки Урана, то тогда вполне такое может быть. И, кстати, по Сатурну тут тоже могут возвращаться люди. Сатурн – провластная планета. Конфигурации, да, я уже подробно не останавливаюсь. Вы можете перейти на мой сайт и почитать, у меня там разные статьи. Походить, да, навигация по сайту, она у меня нормально работает, поэтому на разные периоды жизни вы что-то себе найдете интересное. Так вот, у вас и люди могут возвращаться, и это, знаете, как судьба их возвращает. Значит, скорее всего, вам этот человек может быть зачем-то нужным. Для кого-то это вот необходимость в том, чтобы он сказал просто что-то, произнес фразу, а вам эту фразу как раз нужно принять себе как к жизни, может быть, или принять во внимание, додумать. А может быть, и конкретные какие-то дела у вас будут продолжаться с этим человеком. Но мы говорим, что обрадует. Да тут вообще сама по себе гармония, мои дорогие. Что ждет личная жизнь? Ух ты, колесо фортуны. Ну, конечно, это может быть как и добрая новость, и добрая весть. Всегда, когда колесо, это вроде как у нас, знаете, наверх идут наши дела. Это успех, это где-то сопутствует удача. Карта говорит о том, что может быть по колесу фортуны и какие-то новые люди входят, или вы слышите добрые вести. Вообще эта карта говорит о внешних событиях, обстоятельствах, которые вам сейчас как на руку, или доброй энергии. Вот все то, что мы уже с вами сказали. Доброе время по отношению к вам. И поэтому у каждого, понятно, тут свои задачи по части личной жизни. Но, мои дорогие овны, время вот это удачно доброе нужно как-то очень для себя правильно распределить, потому что когда колесо фортуны, нам ведь тоже как будто карта предупреждает. Вот смотри, сейчас как бы, да, колесо идет наверх, на подъем, достигая пика, как будто на время замедляется, а потом будет неизбежный спад. Вот вам нужно успеть
как бы, да, согласовать, сохранить, нейтрализовать у кого что. И успеть отдохнуть, безусловно, потому что потом, может быть, вам придется уделять больше внимания на удержание, когда будет такой своеобразный спад. Что ждет вас в сфере финансов? Король жезлов. Ну, это вообще-то ваша карта, поэтому я именно вижу, ну, как карту совет. Король жезлов – это харизматичный лидер. Вот это как раз про вас, мои дорогие овны. Но всегда говорю, да, по этой карте, сам король жезлов, он призван, это командир, это начальник, это тот, который дает указания. Ну, может быть, указания, они должны быть какими-то гибкими, да, ну, будем реалистами, но все же. Он не кидается делать какую-то работу за кого-то. Да, направлять, объяснять – это пожалуйста. Но делать за кого-то он не будет. Вы можете тоже с таким человеком столкнуться по части финансов. Вот тут, может быть, и нужно быть осторожным. Ну, хотя бы на предмет того, что если вам кто-то пообещал свое участие и по финансам, то харизматика как бы тоже и у человека, какого-то оппонента, она может присутствовать. Но сказать, что вот он будет делать что-то за вас – никогда. Ну, поэтому и карта – это больше жезлы, это сфера огня. Может быть, это и есть такой человек, который, как и вы, рожден под знаком зодиака Овен или Лев или Стрелец, и есть контакты. Но вот тогда все равно, мои дорогие, тут вот надо как-то правильно строить конфигурацию, все-таки надеяться на самого себя. Или, может быть, человек, который в этих энергиях, у него там асцендент, допустим. Это могут быть и персоны, как официальные лица, да, или руководители, которые действительно нам тоже говорят, что нужно делать. Может быть, это какие-то контакты нового уровня, согласования с вашим руководителем по поводу вашей карьеры. И тогда финансы, которые на продолжение, на пересмотр. И в этот период мы, кстати, можем все то, что с приставкой «пере». Перезаключать контракты, причем брачные контракты, мы можем пересматривать какие-то имущественные вопросы, может быть, и юридические оформлять, да, и это тоже мы можем где-то отнести к деньгам. Вот, ну или имеют цену, или это как ваш доход, например. Или от какой-то сделанной работы проделанной тоже будет именно от согласований зависеть ваш доход. Поэтому, ну, вот такая карта. Ну, будьте на своей волне тоже, мои дорогие. Ваши достижения, ну вот. Надо же, какой у вас хороший расклад. И пусть так оно будет в реальной жизни. Вообще это, знаете, как боги помогают. Ну, правда, шестерка пентаклей, вообще любая шесть – это карта победы. Но вот по пентаклям как будто это, знаете, такой баланс очень ровный, правильный. А 6 – это еще и по нумерологии как именно какая-то победа. Ведь наша вся активность от 1 до 6 строится. И если единица – это начало, а 6 – это уже итог. Но нам говорят, ты пока удерживай все то, что ты имеешь, сохраняя, опять же, вот этот баланс. У вас очень гармоничный расклад. Поэтому на достижение тут всему свое время. Ну вот где-то карта вам говорит, деньги есть, деньги будут. Но эта карта будет также говорить, это вот на достижение. Не время платить за что-то. Я о чем говорю? К примеру, если вы надумали для себя чем-то заниматься или даже что-то изучать, и это требует проплаты, ну, передумайте пару раз, а то и тройку, сколько-то там раз. Потому что эта карта, она как будто в одном направлении работает. Вот, к примеру, если вам нужно какую-то тему решить, закрыть, вот финансовую, да, брешь, произвести какой-то платеж, а ваши деньги где-то подзадержались. В вашем окружении есть человек, который к вам приходит на помощь. Вот это да. Эта карта всегда говорит. Может быть, вы даже не знаете этого человека, то есть он в вашем окружении есть, но вам нужно как бы найти его, да. Есть тот, кто откликнется, есть те, кто откликаются в принципе по этой карте. Но эта карта не предусматривает, что к вам могут обращаться. Одолжи мне денег, вот, кстати. Это все то, что я говорила. И если вы одолжите, карта не предусматривает. Мы здесь больше кумулируем, накапливаем. И карта дает совет, помни. Сегодня рука дающего, завтра может стать рукой просящего. Вам деньги самим понадобятся. Поэтому по части финансов здесь вам
Придется, кстати, договариваться, может быть, с кем-то, вот жонглер, да, у нас, если нужно. Тут как будто деньги не важные, а умение договариваться, переносить, может быть, те сроки или таким образом, как вам это удобно. У вас сейчас есть возможность. И даже если какие-то платежи, вы как будто можете отложить или отстрочить, да, вот такой вариант я тоже допускаю. Потому что, ну вот как будто до 31 декабря, вот мои дорогие овны, ну не совсем о тратах. Вот вы скажете, странно, ведь это такой период, когда мы подарки делаем, да, ну как-то знаками внимания все карты вам рекомендуют обойтись. Вот, кстати, по двойке пентаклей ведь тоже. Как будто тут умение договариваться важнее, нежели как суммой, да, что-то приобретать. Вот примите это тоже к сведению. Но вообще очень благополучная карта, как и поддержка высших сил, так и финансов, безусловно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за ваши добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а также приглашаю вас перейти на мой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео и оставлю ссылки на телеграм-канал, который я начала, ну, создала раньше, а вот именно продвижение какое-то, когда больше публикаций. Это буквально неделя прошла, поэтому, пожалуйста, я вас приглашаю. Я попыталась в телеграм-канале соединить информацию как из 3 моих каналов YouTube, так и с моего сайта. И поэтому, может быть, для кого-то это будет интересно. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь. А я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. С Новым годом вас, мои дорогие, любимые овны! Пусть сбываются ваши мечты, маленькие и большие.